Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу вам способ, с помощью которого я делаю нашивки своими руками. Все, что нам понадобится, это нитки мулине различных цветов, в зависимости от того, что вы хотите вышить, ткань, желательно поплотнее, чтобы не разлазилась в руках, некоторые даже используют фетр, ну и, конечно же, игла. Учтите, что игла не должна быть толстой, но при этом с довольно широким ушком, чтобы пролазила нить мулине. Я не разделяю нить мулине, поэтому нашивка в итоге получается довольно плотненькой и объемной. Самое сложное в этой задаче — это просунуть нитку сквозь ушко иглы, но я думаю, вы с этим справитесь. Но сейчас на примере я покажу вам, как я делаю стежки. Делая первый стежок, я оставляю небольшой хвостик, как вы можете видеть на видео. Немного позже я расскажу, что с ним делать. Придерживая этот хвостик, я начинаю делать стежки по намеченному карандашом рисунку. Стежки делаются очень плотно, чтобы не было никакого просвета или пространства между ниточками. И таким образом я вышиваю ушко полностью. Окантовка ушка уже готова, поэтому приступаем к серединке. Я беру нежно-персиковый цвет и начинаю вышивать такими же стежками, как я и делала окантовку, просто чуть-чуть побольше. Как вы видите, пока что ничего сложного. И вуаля, все готово. Но хочется добавить немножко деталей. Берем более тонкую иглу с маленьким ушком, просовываем одинарную нитку мулине и этой одинарной ниточкой делаем маленькие стежки. Создаем эффект пушистости и в то же время делаем переход между ушком и головой более гладким. Закончив первое ушко, и чтобы не делать лишних узлов, перетягиваем ниточку под вышивкой, таким образом, как показано на видео. И просто начинаем повторять то же самое на втором ухе. Теперь берем еще одну одинарную ниточку, только черного цвета, и делаем окантовку на глазах, носу, выделяем ротик и щечки кролика. Конечно же, не забываем про усы. И наша нашивка почти готова. Теперь вырезаем нашивку по краю, при этом оставляя небольшое расстояние. И, конечно же, следите, чтобы не обрезать ничего лишнего. И теперь наша нашивка готова на 100%. Вот такой милый кролик получился. И он отправляется к остальным нашивкам в мою коллекцию. У меня нет определенной тематики, в которой я делаю все нашивки, просто вышиваю то, что мне нравится. Это могут быть котики, какие-то надписи, фрукты, просто какие-то символы. Я вдохновляюсь в интернете, ищу какие-то картинки. Иногда нахожу фотографии готовых нашивок и просто делаю их на свой лад. И получается примерно так. А не так давно меня посетила одна мысль, а что если сделать нашивки с изображением героев BT21. Желтый щеночек Чими, которого придумал Чимин, зайчик Куки от Ченгуга, коала Коя от RM, пони Манг от Джей Хоупа, альпака RJ от Джина, инопланетянин Тата от Ви,
Печенька Шуги от Шуги. Этих мультяшных героев придумали парни из очень популярного корейского бойс-бенда BTS. Первым делом я нашла картинку с мордочками каждого героя, которые было бы удобно вышивать. Ну а теперь с помощью трафарета переносим рисунок на ткань. На видео я перенесла рисунок на ткань ручкой, чтобы было лучше видно, но лучше всего это делать карандашом, тогда контур не будет так сильно заметен. Ну и чтобы было удобнее вышивать, я фиксирую ткань с помощью пяльца. И начнем с розового зайчика Куки. Для этого нам понадобятся нитки мулине розового, желтого и черного цвета. Делаем первый стежок и снова оставляем хвостик, как я говорила ранее. И затем просто начинаем вышивать ушко. Нужно быть достаточно усидчивым, чтобы вышить все нашивки. Но поверьте, результат вас порадует. На одну нашивку у меня уходит примерно день или полтора. Поскольку нашивки с героями BTS достаточно легкие, на них у меня уходило примерно 1 или 2 дня. Главное приноровиться. Но учтите, что первое время у вас будут болеть пальцы. Но сейчас я покажу, что же делать с хвостиками. Есть два варианта, которые я использую. Первый. Вы их просто оставляете и зашиваете с помощью других стежков. Так они становятся абсолютно незаметными с другой стороны и будут крепко держаться и не давать вышивке растянуться. Второй вариант – просто завязать узелок и отрезать все ненужное. Иногда я использую первый вариант, иногда второй, все зависит от случая. Чтобы глаз получился идеально круглым, я начинаю вышивать крестиком. То есть делаю один стежок, а потом накрест второй. И таким образом начинаю добавлять стежки, пока не останется никаких просветов. Ну а дальше просто заполняем пространство розовыми нитками. Небольшой совет. Не делайте слишком больших стежков, иначе рисунок на нашивке может деформироваться, а нам это не нужно. Заполняем ушко желтым цветом. Ну а теперь последний штрих. Делаем черную окантовку. Делаем это стежками. Лучше делать их поменьше, чтобы не было просветов. Вырезаем нашивку. И все готово. Таким же способом я сделала всех 7 героев BT21. Теперь они у меня все в сборе. Я очень довольна результатом. Я не знаю, насколько этот способ вышивания правильный, но он работает. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и обязательно оставляйте комментарий, кто из вышитых героев вам понравился больше всего. Ну и конечно же, если вы ARMY, напишите, кто вам нравится из BTS больше всего. И не забывайте улыбаться, ведь все хорошее начинается именно с улыбки. До новых встреч! Okay.